Привет, меня зовут Никита Тарасов. В этом уроке я покажу, что такое Vertex Color и каким образом можно затемнять или высветлять локальные участки на предметах в Unreal Engine. Давайте перейдем ближе к делу. Итак, первое, что нам необходимо, это то, что объект, по которому мы будем рисовать, должен иметь довольно плотную сетку. Причем, чем плотнее будет эта сетка, тем более подробно и детализированно будет происходить рисование по объекту. Мы будем рассматривать эту фишку на примере ковра, и вы можете наблюдать, какой плотности сетка у него. В идеале эта плотность должна быть в 2 или в 3 раза больше, но в нашем случае пойдет и такая. Дальше у нас есть базовый материал ковра. Подробно останавливаться на нем не будем, он имеет довольно непростую структуру. И в целом по материалам ткани у меня есть урок на этом канале, переходите и смотрите. Что нам необходимо сделать? Мы простраиваем следующую цепочку. Клавиша L вызываем Lerp. Lerp это аналог короновского Mix через черно-белую карту. В альфу мы применим ноду Vertex Color, правая клавиша, пишем в поиск Vertex Color, подключаем через этот канал в альфу. Дальше в слот А Lerp мы подключаем конечный элемент цепочки, который подключается в Base Color нашего материала. А в слот Б подключаем этот же элемент, но через Multiply. Делаем мы это для того, чтобы затемнить в слоте B всю нашу цепочку Base Color. Затемняем мы, соответственно, ее через множитель и параметр, можем назвать его Vertex. По умолчанию значение этого параметра пускай будет 0,1. Объединим всю эту цепочку через клавишу C, назовем Vertex. Отодвинем подальше, убираем старую связь и подключаем наш Lerp в Base Color. На этом работа с материалом завершена, сохраняем. Далее на основе этого базового материала я создал материал Instance. Применяю этот материал к ковру. И мы видим, что на ковре появились черные следы. Это следы от старого рисования, сейчас мы их уберем. Для того, чтобы перейти в режим рисования по мешу, здесь мы переключаемся в Mesh Paint, выбираем Paint. Здесь мы видим настройки кисти, а вот и сама кисть. Можем изменить ее размер, можем изменить ее жесткость, фэллов. Теперь через клавишу Shift я убираю старые пятна и просто нажатием клавиши мыши могу рисовать по ковру, создавая по краям эффекты потертости. Теперь, войдя в инстанс материал, изменяя параметр Vertex, который мы только что задали, могу менять интенсивность этой потертости. Если так получилось, что вы поменяли местами параметры А и Б в Lerp, то теперь через простое нажатие клавиши мы будем убирать потертости, а через нажатие с зажатым шифтом эти потертости будут рисоваться. Такой же эффект я применил для материала стены, можете здесь его наблюдать. Окей, на этом короткий урок завершен. В описании ты сможешь увидеть ссылку на наш Telegram-чат, и там ты сможешь попросить совета или помощи по Unreal Engine, а также переходи на мои другие социальные сети. Увидимся в следующих видео. Пока!